Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Лидеры европейских государств признают провал энергетической политики Евросоюза. Они требуют обязать Брюссель пересмотреть подходы и сделать энергетику доступнее как для рядовых граждан, так и для производств. Александр, пожалуйста, скажите, а что навело на вот такую вот неординарную мысль лидеров Евросоюза и что, собственно, делается, чтобы сделать энергетику дешевле для промышленности и для рядовых потребителей, собственно? Есть две мысли, которые их навели на эти размышления. Именно первое – это подорожавшие энергоносители, которые даже после своего удешевления все еще остаются довольно дорогими. А второе – это закрытие предприятий. Вот я позволю себе зачитать некоторую статистику по закрывшимся предприятиям, потом объясню, почему рано радоваться, дорогие друзья. Так вот, статистика, пишет нам Нефтекапитал, статистика подтверждает худшие опасения за январь-август 2025 года в Евросоюзе из-за потери доступа к дешевым энергоносителям из РФ и процесса сворачивания заводов остановили работу 72 крупных производства. Самый мощный удар пришелся по Испании, где не досчитались 17% предприятий. Франция потеряла 14% компаний, Германия и Чехия по 11%. И действительно, отдельные лидеры европейских стран на проходящих сейчас мероприятиях выскакивают и говорят, что надо бы что-то делать, надо бы каким-то образом делать энергоносители более доступными, а то посмотрите, и наша промышленность страдает, и наше население страдает. У меня, правда, первая мысль в силу, возможной испорченности моего характера, первая мысль, которая возникает, когда я вижу такого рода заявления со стороны греческих лидеров, бельгийских лидеров и иных лидеров, это мысль, когда у них выборы. То есть первое, что стоит сразу посмотреть, как только тот или иной политический деятель начинает рассказывать о том, как надо бы сделать дешевле энергоносители для населения, возможно, у него выборы приближаются. Через несколько месяцев за него должен кто-то проголосовать, и он хотел бы, чтобы этот кто-то за него проголосовал, а общий фон такой, что без хотя бы озвучиваемых призывов к тому, чтобы несколько снизить накал вот этого безобразия, которое творится в европейской экономике, тут хотя бы без озвучивания, вот шансов переизбраться очень мало. А то, что ты это озвучил, политических очков тебе, наверное, добавит, а вот приведет ли это к чему-то, очевидно, нет, не приведет. И первое, что здесь стоит сказать, кроме, понятно, размышлений про выборы и про в целом роль электоральных циклов в осознанности действий тех или иных политических лидеров. Так вот, первое, что надо кроме этого сказать, это давайте мы посмотрим, правда ли дело в российских энергоносителях. Меня вообще очень радует, не устану это повторять, очень радует тезис о дешевизне наших энергоносителей. Может сложиться впечатление, что мы неадекваты. Что мы, в принципе, не очень умные люди, в целом, как государство, как страна, которые продают свои энергоносители, просто дешево. Я понимаю, что когда подобного рода тезисы озвучивают какие-нибудь наши лидеры общественного мнения, которые, наверное, неплохо разбираются в каких-то иных вопросах, это простительно. То есть люди услышали, они это как-то восприняли. В этом плане они являются точно такой же частью широкой аудитории, эти лидеры общественного мнения, как и любая другая часть широкой аудитории, которая не погружена в этот энергетический контекст. Но если мы хотя бы немножечко в него занырнем, мы обнаружим, что российские энергоносители на протяжении последних лет 15 неоднократно в Европе критиковались как дорогие, как неоправданно дорогие, что нужно быстренько переходить на иные принципы ценообразования, и тогда энергоносители подешевеют. Например, в течение всех 2010-х годов мысль о дорогих российских энергоносителях неоднократно озвучивалась с высочайших европейских трибун. Как так? Может, они тогда обманывали свое население? Да не совсем так. Просто дело в том, что сами европейцы решают ряд задач стратегического и ряд задач, тактического характера.
Задачи тактического характера понятны. Кому-то надо переизбраться, кому-то надо отвести от себя любые угрозы претензий. Ну, мол, а почему вы не справляетесь с энергетическим кризисом конкретно сейчас? И тут же возникает тезис. А это виноват не я, это виновата Россия. Мы со своей стороны сделали все. Мы прекрасно работаем. Мы действуем просто на все 100, а может быть даже 140%. Может даже на 200% мы работаем. Но коварная Россия мешает нам полноценно заботиться о тебе, простой европеец. Поэтому, пожалуйста, предъявляй претензии не нам, а предъявляй претензии России. Но это все тактические задачи, которые у нас зачастую воспринимаются за чистую монету. То есть, когда кто-нибудь из европейцев говорит, да-да, боже мой, это Россия виновата. Мы это переводим как, ага, вы без России, значит, не можете. Вот видите, в Европе признали, что без российских энергоносителей никуда. Вот. Но есть стратегические задачи. А стратегические задачи в области энергоносителей, ну, которые решались, скажем, в течение десятых годов, заключались в переходе, ну, например, на рынке газа полностью на биржевое ценообразование. Потому что предполагалось, что Европа – это рынок покупателя, и все хотят на этот рынок попасть, поэтому все прибегут, начнут толкаться локтями, и если всех загнать на биржу при этом, то котировки пойдут вниз, все прибежали, локтями толкаются, котировки падают, мы получаем энергоносители дешевле. А вот Россия хочет сохранять энергоносители, ну, в данном случае газ, с привязкой к нефти. А это будет не очень нам выгодно, посчитали европейские власти, которые исходили из того, что Европа – это рынок покупателя. Крайне привлекательный, все туда побегут. И Россию, ну, в лице «Газпрома» тоже стали переключать на биржевое ценообразование. Именно поэтому говорилось о том, что российские энергоносители страшно дорогие. В какие-то периоды они бывали дороже, в какие-то периоды они бывали дешевле, в какие-то периоды они стоили ровно столько же, сколько стоили энергоносители на бирже. Ну, в данном случае, опять же, газ. Ну вот, ну хорошо, перешли на биржевое ценообразование, все стратегические задачи решены, значит? Нет, не значит, потому что перед руководством Европейского Союза, в принципе, стоит стратегическая задача отказа от газа, от угля, от нефти, то есть от всего ископаемого топлива к 50-му году. Желательно уже к 35-му году не потреблять газ в энергетике. Ну, не получится к 35-му, до 50-го край. 35-й год, в общем-то, не так уж и далек. По большому счету, многие вещи, которые делает европейское руководство на уровне, ну, вот, Евросоюза в целом в области энергетики, связаны с тем, что от ископаемого топлива надо отказываться. И когда неким образом усиливается налоговое давление, когда неким образом ухудшается общее положение для ископаемого топлива, не надо это воспринимать исключительно с нашей колокольни, что, о боже мой, они без наших энергоносителей никуда. Отчасти это сознательная политика по повышению конкурентоспособности других видов энергоносителей. Так, например, сейчас на полном серьезе обсуждается вопрос о том, что нужно ухудшить положение водорода, который производится из природного газа. Ну, большая часть водорода производится из природного газа. Он используется металлургами, нефтепереработчиками, химиками преимущественно. И вот если вы ухудшите его положение, значит, таким образом улучшится положение водорода, который производится из воды с помощью электролиза. Это процесс с отрицательной эффективностью экономической, энергетической. Ну, в том смысле, что вы тратите 100% энергии, а получаете на выходе 70%. 30% уходит в никуда. Вот. С точки зрения энергетики это бессмыслица, а с точки зрения создания стабильной энергосистемы с преобладающей долей возобновляемых источников, это да, это логично, это разумно. Просто та стратегия, которую выбрал Европейский Союз, нелогична и неразумна. Она исходит из ложных предположений о роли Европейского Союза как рынка для энергоносителей. Это не рынок покупателей, а они многие решения принимали и принимают до сих пор, предполагая, что ну мы же крупный рынок. Безусловно, вы крупный рынок. Мы говорим, значит, мы рынок покупателя. Нет, не значит. Нет, не значит. Игнорируется ряд, ну, имманентных, в общем-то, рисков, которые внутренне присуще системе, где доминируют возобновляемые источники энергии, при этом системе, где минимальная роль как бы регуляторов
в ценообразовании. То есть у вас все отдано на биржу. Мол, биржа, давай, ты блага, ты прекрасна, ты все блага, ты прекрасна, давай создавай нам цену. Вот мы туда будем загонять всех продавцов, и они нам будут цену формировать. Вот. И вот мы в 2026 году. И должны, кроме вот этого всего, сказать еще одну вещь. А проблем у европейской промышленности до 2022 года не было. О, ужас! Были проблемы у европейской промышленности до 2022 года. Были проблемы у европейской промышленности. Притом у многих крупных отраслей. И у химии были проблемы. Поэтому, когда сейчас говорят, о боже мой, у нас закрылось такое большое количество химических предприятий. В 6 раз увеличилось количество закрытий за последние 4 года, сообщает нам лидер Бельгии. Ай-яй-яй, какой кошмар, какой ужас. Хорошо. А до этого, значит, они все равно закрывались, правда? Правда, и до этого они закрывались. А почему? А потому что Европа не является крупным растущим, точнее, Европа не является крупным растущим, без запятой, крупным растущим рынком для химической продукции. Вот Китай является крупным растущим рынком. То есть и Европа, и Китай – это крупные рынки, но один рынок крупный, растущий, а другой крупный, не растущий, в лучшем случае стагнирующий рынок. В лучшем случае. А в худшем случае, ну, оказывается, что спрос на различного рода химическую продукцию в Европе сокращается. Что нужно делать компаниям, которые эту продукцию производят? Мелкие компании, ну, будут разоряться. Крупные компании будут увеличивать инвестиции за пределами Европейского Союза с тем, чтобы развивать производство, скажем, в том же Китае, как делает компания BASF. Всем рекомендую, я у себя в телеграм-канале «Нефтегазовая игра» выкладывал ссылку, всем рекомендую периодически раз в квартал читать отчеты компании BASF. Они прекрасные. Там и про ВВП мировой, про ВВП отдельных регионов, про спрос на химическую продукцию, про производство химической продукции, про развитие предприятий, производящих химическую продукцию. В общем, масса всего интересного есть. Поэтому очень советую посмотреть. Можно, кстати, просто почитать ту цитату, которую я у себя выложил. Заходите, подписывайтесь, читайте. Или просто читайте. Довольно показательным является индекс промышленного производства, который публикует Евростат. Могу всех порадовать. Показатель стал к концу 2025 года достигать более чем 100% по Европейскому Союзу. Это означает, что промышленное производство в Евросоюзе превысило показатели 2021 года. Ура! В каких странах? Дания, некоторые страны Прибалтики, Мальта. А вот у такого крупного, мелкого, наверное, все-таки, незначительного игрока в промышленном производстве Европейского Союза, как Германия, этот показатель находится на уровне от 90 до 92 примерно процентов. То есть индекс промышленного производства в Германии сейчас составляет 92, а то и 90% от уровня 2021 года, не самого успешного. Виноват ли в этом кризис политический? То есть отношения с Россией разорваны? Частично, да, конечно. Но в реальности еще большая вина лежит на массе накопленных проблем, нерешаемых. Нерешаемых в том смысле, что их и не пытаются решать в реальности. Которые копились с конца нулевых годов. И без этого осознания ситуация не изменится. Ну, у них там. Вот, поэтому, если вдруг кто-то хотел порадоваться, что без наших энергоносителей им плохо, но проблема не в этом у них. Проблема в другом. Проблема гораздо больше, гораздо гибче, гораздо ярче и гораздо более фундаментальные. Поэтому даже если сейчас российский газ может полностью вернуться на европейский рынок, вот прям по всем доступным трубам начнет поставляться, я боюсь, что проблемы европейской экономики это решит лишь очень и очень частично. На этом, дорогие друзья, все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации и исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.